Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я покажу полный процесс по сбраживанию и последующей двойной перегонке первоклассного ароматнейшего виноградного спирта. Работать буду с использованием концентрированного натурального виноградного сока из белого винограда от производителя Джемко. В данном случае сок содержит в себе 65% углеводов, то есть сахаров. При этом это не реклама и не проплаченное видео, к сожалению. Также прекрасно показали себя соки от других производителей, например, домашней мануфактуры или Спиртекс, поэтому выбирайте по своему вкусу. Также для небольшого увеличения выхода, при этом без какого-либо заметного снижения ароматики, я добавлю 1 кг декстрозы. Как показала многолетняя практика применения, при пропорции концентрата сока к декстрозе 5 к 1, разницы по сравнению с чистым соком обычный человек не чувствует совершенно. Разве что у него имеются какие-то сверхспособности. Засыпаем в емкость для сбраживания декстрозу и заливаем концентрат сока. Среди моих знакомых самогонщиков есть люди, которые заявляют, что настоящий коньяк не может получиться на основе браги с добавлением сторонних сахаров, в моем случае декстрозы. Но я предпочитаю с этими людьми не спорить. Однако отношусь к подобным утверждениям с улыбкой. Как я и сказал, по вкусу и аромату продукт неотличим. А если совсем уж играть в педантов, то и коньяк делается не из сока, а из виноградного вина. И в целом все, что не в провинции коньяк, как бы и не коньяк. Далее, а то зачем хорошему добру пропадать, ополаскиваем канистру с остатками сокового концентрата и выливаем все в бродильную емкость. Ни капли мимо, все на благо идеи. Фруктовые браги также славятся своим повышенным пенообразованием. Чтобы этого избежать, добавляем софиксил. После этого тщательно перемешиваем сок и декстрозу лопаткой. Лучше не поленитесь, потратьте лишние минуты на этот процесс. Зато потом дрожжи скажут вам спасибо и обязательно отблагодарят отличной производительностью. Всем нужна забота. Для упрощения процесса перемешивания доливаем по мере необходимости достаточно теплую воду. Можно даже кипяток. Главное, чтобы итоговая температура была около плюс 25. А то в противном случае дрожжи на вас сильно обидятся. И, возможно, умрут от такой сильной обиды. Добавляем воду по выбранному гидромодулю. В моем случае это 1 к 5. Итого я добавил чуть менее 27 литров воды. Еще раз все перемешиваем до однородности. Обязательно проверяем итоговую температуру браги при помощи термометра, чтобы убедиться, что она в допустимом диапазоне. Желательно 21-27 градусов. Для сбраживания фруктовых сахаров из нашего виноградного сока и добавленной декстрозы лучше выбирать штаммы специализированных турбодрожжей, которые специально выведены для расщепления фруктозы, а также содержат полезные ферменты, дополнительные элементы, позволяющие добиться полной переработки всех сахаров браги и максимально сохранить наш фруктовый аромат. Я выбрал дрожжи фрути от Брагман. Также я ранее работал на дрожжах от Спиртекс, Алкотек и Шафер, и они все неплохо себя показали. Дрожжи я насыпаю просто сверху, не перемешивая. Они и так прекрасно активируются и отработают. После того, как мы засыпем дрожжи, закрываем крышку и устанавливаем гидрозатвор. Прошло около 3 часов, наша брага успешно завелась и дрожжи приступили к своей работе, о чем нам сигнализирует работающий гидрозатвор. Третьи сутки, здесь уже почти перестали газы выходить. Решил проверить. Ну как проверить? В целом, я уже и так знаю, что там сбраживается неплохо. Единственное, что помогает, примерно под конец брожения, можно открыть и чуть-чуть перемешать. Тем самым там углекислый газ, если есть, имеется он, некоторые высвободится. В целом равномерно распределиться. Тот сахар, может быть, на дне какой-то, может быть, остался, нерастворимый, не растворился. То, что мы добавляли декстрозу. Плюс пузырьки углекислоты
они когда выходят в теле браги, когда находятся, они не позволяют, ну, так скажем, замедляют активность дрожжей. А когда убираются эти газы, дрожжам становится легче. Ну, вот так вот буквально перемешать. Газов тут на самом деле немного, как я вижу. Ну, вот они выходят чуть-чуть. Ну, чуть-чуть размешаем. И все, думаю, завтра уже брага будет готова. Чуть-чуть дам ей отстояться. Пусть осветлится сама по себе. И будем перегонять. Настало утро 4-го дня. Брожение остановилось еще вчера. Я дал постоять браге еще ночь, чтобы она сама осветлилась. Бентонит я не использую принципиально на ароматных брагах, таких как виноград, яблоки на кальвадос и так далее, потому что бентонит ворует аромат, а нам этого не нужно. Сейчас я быстренько сниму брагу, аккуратно с осадка, и отправим на первую перегонку. В кадре видно, что выходят пузырьки углекислого газа, но это уже не брожение. Сейчас я покажу, что сахара там вообще не осталось при помощи стандартного АС-3. Берем наш ареометр, погружаем, и вот он сейчас до нуля полностью утонет. Ну, вот как видно, сахара не осталось. Как я говорил, работал я на брагманах, именно фруктовых. Это ни в коем случае не реклама. Никто мне ничего не платил. Было бы неплохо, конечно, но нет. В целом работал на этих дрожжах хорошо уже, неоднократно. В принципе, можно использовать, назову специально, спиртекс и так далее. То есть куча всяких хороших дрожжей. Не обязательно эти, но с этими мне работать комфортно. Итого, остался вот такой вот осадок дрожжевой. Вполне себе активный. Но, конечно, мы его утилизируем. Это наша брага. Работать я буду сегодня на своем Дом Спирт 2. В принципе, я всегда говорил, что можно использовать любой самогонный аппарат. Но вот именно на ароматных фруктовых брагах я предпочитаю работать именно на нем. Да и в целом это мой любимый аппарат. Я сейчас в последнее время только на нем и работаю. А фрукты, ну, потому что есть у него такая штука, как медная колонна. Я считаю, что на ней получается просто идеально. Первая перегонка, так называемый прямоток, ну или зарубежным термином, если пользоваться, подстил. Но я предпочитаю наши русские слова. Прямоток. Устанавливаем крышку, стандартно, затягиваем хомут, подключаем. Работаю я сегодня на своей плитке, обычной электроплитке. Она 5-киловаттная. В целом можно установить было тен, но я работаю без тена на плитке. В принципе, просто с теном не хочу заморачиваться. Этого достаточно. Сборка вполне стандартная. У меня 5-киловаттная плитка. Работаю без стена. Дальше идет медная тарельчатая колонна, 6 тарелочек. Она служит двум целям. Первое, поднимает высоту, потому что физически напрямую перемычкой не получилось бы подключиться. Иначе бы вот эта сборка холодильников, она просто уперлась в пол.
И в целом на первом перегоне она еще выполняет такую функцию, отбирает серу на себя очень хорошо. По воде, у меня так петлей немножко оно запуталось. Естественно, вот сюда вниз это вход воды, туда идет. Дальше поднимается вода холодная, чуть-чуть она поднагреется, по перемычке поступает вот сюда, на внешний контур. И дальше вниз на выход в канализацию. Тут, в принципе, все стандартно. Температура в баке растет достаточно быстро. В принципе, сейчас уже 47,9. Вот уже 48. Приближается к 50. Самое время проверить все соединения. Подам сейчас воду. Ничего ли не протекает. В принципе, я уверен. На всякий случай. Воду подал, все проверил. Все отлично. Все узлы герметичны. Вода на выходе выбегает. Выключаем воду. Где-то в районе 70 градусов в баке. Будем подавать тоненькой струйкой. Температура 67,9. Потихоньку вот растет. Сейчас будет 68. Наверху понятно, что еще нету ничего. Потихоньку тоже растет. Но нижняя тарелочка, нижняя секция начала потихоньку запотевать. Там сейчас вся гадость вот эта собирается. По сути, так как это первый перегон, можно перегонять и собирать всю жидкость, получающуюся у нас алкогольный спирт-сырец. Но я предпочитаю даже на первом перегоне отобрать 50, если не жадничать, 100, к примеру, миллилитров первых, даже при первом перегоне. В них самая-самая гадость. То есть, по сути, они не нужны. Их потом все равно на втором перегоне отбирать. И вот практика показывает, что при отборе первых 50-100 мл, даже при первом перегоне, результат конечный получается гораздо лучше. Температура 71,1, растет, 71,2. Запотела у нас уже вторая секция колонны. Потихоньку запотевает третья. Я подал воду на контур охлаждения. В принципе, все готово к отбору первой вот этой фракции противной. А потом будем перегонять, уже собирать весь спирт-сырец. Разогревается наш куб 54 минуты. Мощность я выставил 3,8 киловатт. В принципе, так как это видео больше будет полезно скорее новичкам, нежели профессионалам и опытным самогонщикам. А стартовая мощность базовая плиток, либо тена в районе 3-3,5 киловатт. Поэтому решил на примере своей плитки на 3,8 поставить. И занимает порядка 50 минут, часа для того, чтобы температура набралась. В кубе сейчас 82,3. Наверху у нас 31,4, 31,5. Шестой уровень уже начал потихоньку запотевать. Сейчас вот эта температура начнет стремительно расти. Вот видите, на 10 доли градуса поднимается практически каждые 2 секунды. Это достаточно быстро, 31,8, сейчас 31,9 будет. То есть это к чему? Особенно начинающим самогонщикам важно не упустить этот момент, потому что когда начинает разогреваться куб, попервой, первые минуты, все происходит достаточно медленно, и складывается такое ошибочное впечатление, что «ой, время у меня еще есть, отойду-ка я». Первые полчаса точно ничего не будет, на полчаса точно можно отходить при вот такой мощности. В принципе, вот от 3 до 3,5 киловатт, до 4. Первые полчаса явно ничего не будет, то есть если у вас какие-то дела, вы можете отойти без проблем, никаких сложностей не возникнет. Но как только время будет приближаться ближе к 45-й, 50-й минуте, тут от самогонного аппарата лучше не уходить. С запасом, как я и сказал, подать воду на контур охлаждения. Я подаю обычно всегда с существенным запасом, несмотря на то, что сейчас даже отбор не идет. В принципе, я думаю, через несколько минут он уже пойдет. Но на 70 градусах я уже подал воду на всякий случай. А проверил всю герметичность каждого узла заранее, заблаговременно. Потому что потом, поверьте, если, не дай бог, у вас подойдет время отбора, а у вас какой-то узел, самонадеянно вы его не проверили,
а он оказался рассохся, отошел, каким-то образом, не знаю, разгерметизировался, потом будет очень печально. Прошел 1 час 2 минуты. Наверху температура стремительно поднялась. В принципе, на этот термометр уже можно не смотреть. У нас пошел отбор. Вот сейчас я соберу 100 мл, которые будут самые неприятные, и я их вылью. А потом начну отбирать наш спирт-сырец. Ну вот я и отобрал первые фракции. 100 мл, их я вылью. Начался отбор уже тела спирта-сырца. Но я могу вам сказать, что в отличие от сахарной браги, даже первая фракция первого перегона пахнет не столь неприятно. В принципе, заметны, естественно, и ацетон, и сивуха, разумеется. Но запах все равно гораздо более приятный, нежели у сахарной браги. Сейчас засеку скорость сбора. Алиса, поставь таймер на 1 минуту. Посмотрим, какая скорость сбора при первом перегоне. Мощность 3,8 киловатта. Алиса, стоп! Тут у нас за минуту набралось 64 миллилитра. Алиса, 64 умножить на 60. 3840. Получается 3,8 литра в час скорость отбора. Вполне хорошая скорость для первого перегона. Итак, время 1:50. Начали мы отбор в 1:01. Итого сейчас у нас уже набралась баночка в 3 литра. Не наврала Алиска про скорость отбора. Сейчас поменяю емкость. Продолжим отбирать досуха. Итак, набрались еще 3 литра. Я сейчас решил замерить крепость в струе. Но я думаю, с учетом того, что мы уже 6 литров отобрали, здесь где-то градусов... Так, где у нас 0,40? Где-то градусов 10, может быть 15 будет максимум. Ну да, 13 градусов. Посерединке и угадал. Ну, в общем, не знаю, до нуля отбирать стоит, не стоит. В принципе, спирт ароматный, конечно. Я думаю, еще с полчасика подожду сейчас. Чуть-чуть дожму, и все, будем первый перегон останавливать. Температура в кубе 96 градусов. Сейчас я замерю спиртуозность в струе. По идее, там спирт еще есть, конечно, но его осталось очень мало. Берем наш 0,40. Итого, ну да, спиртуозность менее 10%. В целом можно было бы еще поотжимать, поотбирать до нуля, но мне просто лень. Думаю, стоит уже завершать перегон. По итогу в результате первого перегона у нас получилось 7,5 литров спирта сырца. Вполне достойный результат. Перегоном я доволен. Завершаем отбор. Выключаем плиту. Аппарат после первого перегона я разобрал. Особо много времени и деталей этому уделять не буду. У каждого аппарат свой. Просто хочу обратить внимание, что настоятельно рекомендую все тщательно разбирать, каждый узел промывать, чтобы не было смешения каких-то запахов неприятных. В принципе, все узлы чистенькие. Особенно это касается тарельчатой колонны. Если нас вдруг смотрят представители концерна Audi и захотят меня отблагодарить, то возражать не буду. Шучу. Зрительская благодарность и поддержка – это моя лучшая мотивация. Я перелил спирт-сырец 7,5 литров, разбавил до крепости 20 градусов. Все предварительно хорошенечко помыл, конечно.
медная колонна. Дальше идет у нас Димрот, холодильник. И доохладитель. Подача стандартно воды на охлаждение снизу. Дальше переход через перемычку. Вот мне изолентой помечено. И это на внешний контур. И выход в канализацию. Мне просто так удобно было, я повернул. А так я обычно ставлю этот же носик подачи. Со стороны носика переход на доохладитель. Сейчас нам будут важны, поначалу, естественно, вот будем смотреть на температуру в кубе. Ориентируемся на нее. Опять же, на 70 градусах я подам воду. Я уже воду проверил. Все соединения. Дальше буду следить за тарелочками, за уровнями, за вот этими. И один из таких вот важных моментов — это вот этот термометр. В целом, самый важный будет показатель — это запотевание тарелочек. Я уже, в принципе, по ним работаю в основном. Термометр — это так, это как бы вспомогательный индикатор. То есть как только здесь будет сильное изменение, а сильное изменение — это 0,3 градуса, это уже нужно будет, ну что делать? Либо прекращать отбор, либо поджимать здесь отбор, стабилизировать опять колонну, фракции, и потихоньку опять пытаться дожать. Можно мощность чуть-чуть уменьшить и так далее играть. Но в целом, так как это ароматная брага, я здесь сильно жадничать не буду на отборе до последнего, к хвостам ближе. По головам, по расчету, здесь должно быть в районе 250 мл голов. Я сейчас буду отбирать. Но, опять же, тут нужно соблюсти баланс. Если будет, к примеру, слишком много, в принципе, мне не жалко, тут вопрос не в жадности. Если слишком много голов отберешь, вот в как бы подголовьях весь аромат. И если мы его выльем в головы, так, скажем так, именно в головы отберем, то, ну, как бы будет обидно, потеряется вся вот эта ароматика. Поэтому, наверное, я что сделаю? Я 200 отберу точно, 50 буду отбирать, вот кратно 50, 50 отбирать, и дальше уже будем носом работать, нюхать на аромат, вот насколько будет приятно. Если приятный будет аромат на 250, начнем отбор тела на 250. Если чуть-чуть нужно будет еще подобрать, еще подберем. Ну, вот как-то так. Ну вот, контролировал, сидел температуру на нижнем датчике. Она начала стремительно расти, как вы видите, вот в реальном времени. Приближается вот к 70. На 70 открыл воду. На тарелочках уже начали играть испарения. Это, конечно, еще не барботаж. Это пока только подготовка к нему. Игольчатый кран не забываем перекрывать, иначе просто у вас будет все выходить. Нам нужно сейчас, чтобы колонна заработала и начала работать на себя. Пока ждем. Ну вот температура у нас на верхнем термометре начинает стремительно прям прыгать на десятки градусов. И, соответственно, вот потихоньку начинается так называемый барботаж. Очень красиво. Сейчас потихоньку они начнут одна за одной активироваться, эти тарелочки. У меня когда сын в первый раз это увидел, говорит: ух ты, папа, говорит, как красиво. Растет смена, наверное. Хотя это для меня просто увлечение. Но я считаю, самогоноварение, ну, если не злоупотреблять, а так просто для себя в удовольствие этим заниматься, то это, ну, одно из самых мужских таких хобби, занятий. Ну, вот вы видите, достаточно так красочно это все происходит. Сейчас по одной они будут активироваться сверху вниз. Ну вот 6-я тарелочка подключилась, начался барботаж. Кран у нас перекрыт игольчатый. Ждем 20 минут, пока все фракции выставятся. Так называемая работа на себя. Алиса, таймер на 20 минут.
В общем, вот так, через 20 минут, когда все фракции выстроятся, будем потихоньку открывать игольчатый кран и отбирать головы. Алиса, стоп! Ну вот, прошли 20 минут, колонна поработала на себя, все фракции здесь выстроились, так как кран был закрыт, работал только холодильник, вся флегма стекала вниз, и, получается, самые тяжелые фракции, они спускались вниз, самые легкие, летучие, поднимались наверх. По сути, сейчас будем открывать потихоньку игольчатый кран. Я, в принципе, уже знаю, что это 45 градусов, потихоньку кратно 45 градусов. 45, затем 90, и, в принципе, нам нужно добиться будет скорости отбора голов 1-2 капли в секунду. В итоге скорость отбора я настроил вот такую. Тут торопиться не стоит, потому что головы это такое дело противное. Пусть оно отбирается лучше по 1 капле в секунду. Можно чуть-чуть приоткрыть, конечно, но я никуда не тороплюсь. Я лучше качественно отберу головы. Меня это никогда не подводило. Прошел ровно час. За этот час я 2 цилиндра по 100 мл набрал. Отобрал уже 200 мл, но запах пока мне не нравится. То есть я сейчас нюхал. Сейчас отбираю еще 50. Буду пробовать, нюхать. Сейчас все еще ацетон. Уже меньше, конечно, но все еще сильно чувствуются нотки ацетона. Будем сейчас караулить, нюхать, отбирать. Наконец-то я отобрал. Итого я отобрал 325 мл. 25 я не знаю. В принципе, запах там такой более-менее уже нормальный. Но, скорее всего, я их просто отдельно тоже сюда же и солью. Настроил отбор теперь чуть быстрее. Здесь получается капельки, срывающиеся в струйку. Сейчас буду отбирать тело. За кадром слил вот эти вот несколько миллилитров, промыл все хорошенечко. Сейчас вот скорость замерим. Алиса, таймер на 1 минуту. Хорошо. 1 минута. Отсчет пошел. Алиса, стоп! Посмотри. 25 миллилитров. Алиса, 25 умножить на 60. 1500. 1,5 литра в минуту. В принципе, нормальная скорость. Сейчас замерю спиртуозность. В целом, пока она еще достаточно высокая. Ну, на всякий случай. Не на всякий случай, я поставил попугай, чтобы потом он постоянно так цилиндры не набирать. Да, 85 градусов сейчас. Буду отбирать примерно до 55 точно в струе. А там дальше будем на запах ориентироваться. Нижний предел 40, конечно, но до 40 я даже, не думаю, не буду доходить. Там запах как будет такой не очень появляться. Я лучше в отдельную емкость соберу, там потом либо оставлю, но только не для коньяка и не для чачи, а куда-то там в другое. В принципе, 55 это, я думаю, будет предел. Итого, друзья, тарелочки еще не запотевают. Отобрал я 2,5 литра. Запах великолепный. В струе все еще, сейчас поверну, 85. Отметка 90, даже больше. Тогда я ошибся. Сказал, что вот в прошлый раз было 85. Тогда я немного это не туда посмотрел. Вот сейчас идет, после того, как я уже отобрал 2,5 литра, крепость 85. В целом я сейчас отберу, планирую сюда еще отобрать, ну, наверное, пол-литра. Вот с такой вот крепостью, плюс-минус, если она сейчас немножко упадет еще на пару градусов. Запах все еще великолепный, никаких посторонних тонов я неприятных не ощущаю. Но это уже пойдет, наверное, я ее просто до 40 разбавлю и белой чачей употребим. То есть на коньяк
в бочку куда-то там. Ну, вот у меня еще есть партии виноградного спирта на большую бочку. В бочку я ставить вот эти пол-литра не буду. Вот эти пол-литра я разведу и получу примерно, ну, чуть больше литра хорошей ароматной чачи. В принципе, вот ее с друзьями, наверное, употребим. На коньяк у меня пойдут те 2,5 литра. Ну вот и все. Дальше, в принципе, как только это все отстоится, подведем итоги. Подведем итоги, друзья. По результатам перегонки у нас получилось 2,6 литра отличного дистиллята виноградного крепостью 93 градуса. Сейчас я вам покажу. Это вот 90. Посерединке отметка, это получается 95. И вот до нее не доходя. Сейчас поверну немножко. Тут видно. 93 градуса. Аромат великолепный. Здесь я немножко разбавил до питьевой крепости. Я не люблю 50, 55, я до 40 разбавил. Ну, продукт чача вот получилась великолепная. Дальше я планирую добавить весь этот фруктовый дистиллят к моему уже имеющемуся виноградному спирту. И поставлю бочку 50-литровую на длительный такой период. Именно бочка будет у меня. Будет хороший коньяк. Ну вот и все. Буду рад любой коммуникации. Пишите комментарии, вопросы, если какие-то имеются. Если видео вам понравилось, буду признателен за поддержку в виде лайка под этим видео. А также буду рад, если вы подпишетесь на канал. Всего доброго.